Начало этого видео начинается с пробки на 6-й дороге. Стою я уже, я сейчас немножко переехал. Короче, полтора часа где-то я стою. Пейзаж, да, хороший. Часто вам удавалось посмотреть на волны на зеленом поле. Как-то я раньше, если честно, никогда такого не замечал. Но это тоже прикольно выглядит. Тем временем дорога была перекрыта, но, к сожалению, это случилось до того, как я на нее заехал. И дорога проходит по параллельной, вон там, под горой, дороге. Короче, ситуация плачевная. Все остальные грузовики поехали до кучи. Коллега решил развернуться, но я, наверное, последую его примеру сейчас, потому что сказали ждать неизвестно сколько. 2-3 часа. Пойду посмотрю, что он там делает. Все, друзья. Я тоже дал развороту. Помог мне пожарник. Вот наша альтернативная дорога. Я уже на нее съехал. Короче, я потратил, ребята, кучу времени. У меня осталось всего лишь 2 часа 47 минут общего времени. Ну, соответственно, вместе с вождением. Вообще, день не задался, могу сказать вам так. Не, братка, давай-ка ты назад, потому что... Мне потяжелее было бы это сделать. Ух. Давай назад чуть-чуть. Не поместился я трохи. Ленивец у меня. Зеркало мешает. Давай чуть-чуть. О, молодец. Ленивец был. Не было, есть. Поднятый на прицепе. И поэтому я резанул угол неплохо. Так, не поместился я слегковой. Так, что это я хотел сказать? Пикает ремень, да? Ладно, подождем. Так вот, началось все с того, что информация была на сегодня, а сегодня вторник, 7 июля. Информация была такая, что в 10 утра у меня загрузка. Я так и стартанул. В 9:45 я прибыл. Ехать мне было 20 минут. Я прибыл на загрузку. Мне сказали, нету груза, будет к 12. Я немножко расстроился, потому что не люблю я вот такое, когда происходит. То есть зачем я срывал время, куда-то ехал, почему это не было проинформировано. Ну да ладно. Я поехал, подождал. Приехал к 12, стал под рампу и все. Тоже 2-3 часа уже прошло. Затем уехал. То есть, ну вот общее время тратилось. И затем я попал вот в эту еще в придачу в пробку. И совсем добило этот весь день. Но, в принципе, мне все равно. Если бы, конечно же, раньше дорогу перекрыли, не оперативно сработали дорожные службы, я считаю так. Вот. Потому что вообще ни одного информационного знака не было. Вот. Я бы уже давным-давно бы проехал бы, и где-то уже через час я бы стоял бы, отдыхал. А так мне еще надо будет проехать 2 часа 40 минут. И обязательно, потому что завтра мне целый день ехать по 6-ке наверх. Выгрузка у меня будет Бода, Нарвик, Тромса. Соответственно, там тоже будет у нас ремонт новый, который мы посмотрим с вами, что там будет происходить на нем. Там Арсений мне передал, что дорога интересная. В Телеграм он закидывал сегодня целый день видосы и сводки оттуда. Кто не в Телеграме, тот не в теме. Ссылка на Телеграм в описании, на мой личный, где, собственно, публикуемся мы видосами со Скандинавии. Фотками, видосами, разной информацией полезной. Вот, и у меня будет, значит, Бода нужно обязательно выгрузить в четверг, чтобы в пятницу спокойно выгрузить Нарвик и Тромса и стать на паузу вечером в пятницу, возможно, до понедельника.
возможно, до воскресенья, в зависимости, откуда будет вообще загрузка рыбой и когда. Но об этом чуть позже. Пока что поливаем по вот такой вот населеночке с горными видами. Ну, а сколько там ребята еще будут стоять, это вопрос хороший. Мост тут тоже хороший. Что там произошло, конечно же, неизвестно. Это не разглашается. Я пытался дойти пешком, не получилось, слишком далеко надо было идти. У пожарника он уже когда подошел, я спросил, где инцидент, в каком месте. Ну и, соответственно, увидел, как коллега, где нашел этот пятачок крутануться. Никто не рискнул на нем разворачиваться. Вот. Коллеге я помог, поднял ему подушки сзади, чтобы он чуть дальше задом проехал. И он вообще без всяких проблем, но только почему-то я его не вижу. Впереди едет ТДК. По-моему, у него не ТДК был прицеп, а может ТДК. Не помню. А вон там машины стоят. Вон они все там тусуются. И вон впереди пожарники, мигалки, все дела. А, так пожарник сказал, да, 2, возможно, 3 часа, может вообще неизвестно сколько. То есть, что там такое, из-за чего так все, неизвестно. Потом, может быть, нам в новостях каких-нибудь сообщат об этом что-нибудь. А здесь вот смотрите, как круто, да? В каком крутом месте люди живут, окруженными горами. Свое поле, ровное поле, вот посажено что-то. Что это, я не смог разглядеть. Вроде бы как картошка, только еще маленькая. Так что растет в Норвегии много чего на самом деле растет. Ну, а я понял, что на завтрашний день нужно помыть стекло. В целом, чем дальше на север едем, тем погода сейчас 12 градусов. Завтра, я думаю, у нас будет тоже в районе этого. То есть меньше насекомых, можно уже спокойно будет его помыть, чтобы вам более красивая была картинка без заляпанного стекла. Но чуть южнее, в принципе, погодка была хорошая. Вчера даже мне удалось покупаться. Днем было около 20. Я ходил на озеро возле Гардемойна, возле в Ескейм, точнее. Там стояночка, я в том году делал вам обзор и этого озера. Сейчас там сделали как стоянку новую. Это 51-й съезд. Ставим фуру, идем пешком 2,5 или 3 километра через лес. И попадаем на озеро с пляжем. И там купаемся. Также в выходные у нас с коллегами была прогулка тоже по лесам, по горам до озера и обратно. В общем, продуктивно прошло. Прошел, точнее, выходной. И сейчас мы тоже, в принципе, я надеюсь, может какая-нибудь температура у нас поднимется. К выходным и удастся где-нибудь еще покупаться. Главное, чтобы было солнце без ветра. Вот это как бы ветер главная, может быть, причина, почему не полезть в воду. Здесь тучки сгущаются у нас. Что-то намечается, ветер сильный. Ой, тут что-то он тут навключал. Кучу всего. Так, это мы вообще где? Донбасс, Лилихаммер. На, поворотник он включил. Это такой с аварийками. Ну и все, мы выезжаем на дорогу. Впереди поворот. Ну, слушайте, красиво. У нас небо с горами, с тучами вот это вот выходит. И ремешок вам пускай попикает в этом моменте напоследок под этот пейзаж. Заехал я, друзья, на магазин. Время у нас 10 вечера, магазин до 11. Мы в городе, в городке Донбасс находимся. И здесь в 3 ряда стали. Красивенько мы. Так, а я иду в экстру, собственно. Сейчас 4-й еще станет. Только где он станет, надо фотку запилить. С какой он стороны станет. Наверное, со стороны белой.
Наверное, да. Но и останется мне 2 часа вождения. Он нет, отстал сзади. За мной. И здесь есть такой вот забавный тролль. Тут какая-то табличка у него есть. Но... Майнай форм тролль. Эх, так бы всегда с такой скоростью валить на подъемы. Было бы шикарно. Ну что, впереди мне угрожает туча. Кстати, да, иду на подъем. 9,4 градуса. Ну, на самой вершине должно быть, может быть, еще чуть похолоднее. Это у нас будет перевал 6-й дороги от Осло до Тронхейма. В этот раз я поехал не по 3-й дороге, как обычно езжу через Лося, а решил, соскучившись по этой дороге, проехать ей, чтобы вспомнить, как она вообще выглядит. Кстати, да, передачу просила машина переключить, я это и сделал. А то слишком громко она работала. Ну и вот передачу включил, 87 сбросила, но не хочет набирать. Надо ее сохранить 87 и пускай поливает дальше на перевал. Ну что, посмотрим, что из этой тучи страшной получится. И как она выглядит на самом верху. Нам, кстати, тут немножко осталось до вершины. В магаз заехал, купил я попить. Был обманут ценником. Опять нужна была карточка этого магазина экстра. Тогда вышла бы скидка. Так она не получилась. Не дочитал я на этикетке. Хотел 3 бутылки воды взять, ну там с газами сладкой за 40 крон, а вышло за 80, даже больше, за каких 80. Короче, бутылка за 30 крон мне вышла, вот так получилось. Ох, какая тут, слушайте, там, наверное, нормально хреначит, вообще чернюща, просто жесть. Куда я вообще еду, слушайте, кошмар какой. Ехать мне еще 1:50. 1:50, и нужно будет хорошенько подумать, где мне заночлежиться. Слушайте, я в фильмах ужасов оказался в какой-то этот самый. В точку невозврата какого-то еду. Жесть. Я практически поднялся. Ситуация такая, что тут как бы рассосались тучи почти по дороге. Здесь с этой стороны и с этой стороны что-то происходит. Но у меня дорога пока что светлая. Ну что ж, посмотрим. Перевал я полностью проезжаю. Где-то ближе к Тронхейму за 1:50 я доберусь. В общем, там поищу, где стать. Но по-любому перевал проеду. Тут 70 километров дорожки. Да, тем временем у нас 7,6 градуса на вершине. Заканчиваю ровненько в 12 часов ночи. Здесь стоянка, на которой вот написано, что без агрегата. Потому что здесь рядом отели. Все дела, чтобы никому не мешать. И стоянка здесь максимум 12 часов написано, но мне как раз сойдет. Ну и традиционно я вообще четенько стал. Один среди белых, но все это Scania. И подождите секундочку. И это все V8. Все V8. Первая у нас R590. Вторая R сколько-то с чем-то, неизвестно сколько с чем. Но V8. У нас сбоку есть шильдик. Это 770. Моя 590. Следующая у нас... предположу, что по первой цифре 660. И R. Какая будет у нас R? Без выемки, скорее всего, R580. Точно, R спереди. Так, стоп. Здесь тоже R спереди. Ну здесь, возможно, переставляли. И либо же, возможно, это 700, значит, не 770, а 730. Но это не точно. Ну, не в этом суть. Не в этом суть. Что ж, завтра продолжим мы работу. Вот она, самая распространенная летняя проблема.
едет кемпер, который едет крайне нестабильно. Он едет 60, 70, 80. На прямой он пытается разогнаться. Малейший поворот он тормозит. Все дела, окей. Но больше не к нему проблема, а к вот этим и двум инвалидам. Ладно, один на венгерских номерах, непонятно откуда он вообще здесь взялся. Второй на норвежских номерах за ним едет. Это уже длится около получаса. Сзади бараны едут, от которых я уже обогнал. И этих я тоже обгоню. Я не буду за ними ехать 70, 60, 80, как им вздуматься. Я буду ехать спокойно по дороге свои 80-85 на круизе. По разрешенным знакам, а не лишь бы вот это, что здесь обычная, классная, ровная дорога. Знак 90. Можно ехать. Вот впереди знак 80. Сейчас это чудо скинет до 60, наверное. Как обычно они любят это делать. То есть вот мы уже 74 едем, да, 73. Все, приехали, да. Да, естественно, вот уже мы 70 едем. Ну вот это они так едут у нас. И это сплошь и рядом. Я думал, дождь идет, ничего не будет происходить. Нет, даже дождь мне сегодня не помог. И я вот нарвался на это вот чудо в перьях. То есть, ну, нормальные люди, он едет, видит в зеркале, что за ним собралось уже больше 5 автомобилей. Остановился на остановке, пропустил, поехал. Нет, вот этот едет и делает конкретно мозг своей нестабильностью. То есть, если едет ты 60, так у тебя огромное количество возможностей обогнать. Это же все стадо, которое здесь было за ним накоплено. Они никто нигде ничего не обгонял. Они вот ехали. Я никогда в жизни с этим не смирюсь. Я буду до последнего работать в Скандинавии, но с этим говном я не смирюсь. Я буду их обгонять при первой же возможности всех. И всюду. Ну, сейчас посмотрим, где я его смогу. Точнее, их троих. То есть мне их нужно троих обогнать. Желательно за один раз. И не которые еще такие деятели, которые не хотят сокращать дистанцию. То есть я выхожу на обгон, и между легковыми они не хотят сокращать дистанцию. Ну, мне приходится их жестко вырезать, потому что, ну, а что мне делать? Я могу обогнать одну машину, у меня есть для этого пространство впереди. То есть даже если не идет встречка, а я вижу поворот впереди, я не буду рисковать выходить на следующий обгон. Мне нужно влезть между двух машин. Но если вы, дятлы, не врубаетесь, ну, значит, я вас силой остановлю. Тоже не проблема. Сейчас посмотрим, где мы здесь, что сможем. Ну, я так понимаю, мне под знак 70 на серпантине придется сейчас обгонять, потому что другой возможности у меня просто не будет. Главное, чтобы мне просматривалось, но мне ни хрена не просматривается. И вот он едет на кемпере, как будто бы у него груз какой-то высокий, у него длиннющий прицеп. И ему так надо тормозить в поворотах, особенно на гольфе. И, ну, это уже цепная реакция происходит. То есть, ну, мы скинули там, где вообще не надо, 57 километров. У меня даже AdBlue решила от этого закончиться, да. Кто-то бы сказал, так можно же остановиться, постоять сейчас, вот как раз AdBlue заправить. Не хочу. Идет дождь, во-первых, я не хочу мокнуть. А во-вторых, так я также выйду потом в таких же вопрусь. То есть они там все сзади едут. То есть они все догонят. Тут хотя бы вот есть вариант сейчас их обогнать и в спокойствии проехать 2 часа моих оставшихся вождению. Жесть. Сколько это будет длиться? Вот я сейчас буду записывать видео непрерывно, пока я буду ехать за этими чудиками. Может, все-таки кто-то из них хотя бы один съедет или обгонит, или что-то сделает. Я думаю, никто ничего не сделает. 55 мы едем. То есть дорога, как будто здесь ее нету, с такой скоростью ехать. Этому не учат в автошколах, что ли, как себя вести вообще на серпантине или что. Я понятия не имею, как у них это все работает. Это просто жесть. Вот, видите, на додика.
То есть пока его не зажмешь, он не понимает, видя, что едет встречка, что я спокойно, очень быстро его обгонял, но он не решил сократить дистанцию между вот этим вот гольфом. Петушара. Пусть только кто-то мне напишет, что я что-то здесь неправильно сделал. Пойдет сразу в табор Петушар. При обгоне, если вас обгоняет автомобиль, вы должны предоставить дистанцию, чтобы этот автомобиль влез между впереди идущим с вами автомобилем. 40 давайте поедем. 40 просто на обычном, на обыкновенном повороте. Поедем 40, чтобы вообще заснуть. Вот. Гольф сделал четко и правильно. Как только я пошел на обгон, он сократил дистанцию. Так, наверное, сейчас... Нет, ни хрена я не вижу уже. Здесь на кемперах номера можно даже не смотреть, потому что большинство кемперов берется в аренду в Швеции, в Норвегии. Поэтому за рулем в 90% случаев там, естественно, не швед и не норвег. Потому что эти ребята практически всегда понимают, если там дедушка с бабушкой какой-то едут, они остановятся, пропустят движение, дальше себе спокойно едут свои вот. Ну, они-то так даже в принципе они не ездят. Они едут нормально. 80, но все равно собираются машины, они их пропустят. Они плетутся за ними. Так, ну немножко мне не видно, да, не видно. Вот сейчас я вижу просвет, отлично. Да, так и живем. Что ж, впереди у нас, я не знаю, посмотрим по времени, поеду я или я альтернативной дорогой или нет. Я еще не решил. В общем, будет зависеть от движения, как сегодня будет происходить медленно-быстро в целом в течение дня. И затем я приму решение, проехать ли мне другой дорогой немножко или нет. Ну что, ребята, часик я продержался. Вновь догнал тормозов. Но на этот раз уже нужно где-то остановиться. Крутануть 15 минут. Чтобы затем сделать еще где-нибудь 30. До съезда на альтернативную дорогу поеду я все-таки туда. Для интереса, для самого лично даже. В принципе, я по той дороге, наверное, никогда в жизни не ездил. Вот, не помню такого даже, ну, наверное, не ездил. Хотя могу ошибаться, что-то вот в голове у меня крутится. Была закрытая, наверное, все-таки дорога как-то. И, ну ладно, это было давно неправда. И сделать 30-минутную паузу, чтобы затем 4,5 часа проехать уже без перерыва. Чтобы завтра рано утром стартануть, это в часиков 7, наверное, я буду стартовать. Чтобы проехать еще один закрытый участок дороги. В сторону Бода я поеду 812-й дорогой. Посмотрим, что на ней будет происходить. Там трафик будет в любом случае. Потому что это единственная теперь дорога по шестерке через Бода. Всем нужно ехать обязательно. Либо по Швеции в долгу объезжать, либо через Бода. Если бы у меня не было в Бода выгрузки, то я бы также шел бы транзитом через Швецию, прямиком на Нарвик, через Бьорнфjord, соответственно. Вот. Для тех, кто впервые на этом канале, все мои слова будут непонятны. Поэтому я советую вам, конечно же, подписаться и посмотреть хотя бы с десяток роликов пониже, и вы поймете, кто я такой и нахрена я вообще здесь сижу.
Вот, что я вам, собственно, и хотел сказать. Но это еще не все. Поделюсь с вами, простите, небольшой новостью и наблюдением. YouTube возвращается в Россию. И об этом показывает моя аналитика YouTube. А, собственно, в чем прикол? С самого начала, 5 лет назад, и все остальные эти, скажем, только не 5, а где-то 3,5 года, Россия, точнее граждане России, были на первом месте моей аудитории. На втором месте Украина с небольшим отрывом, и затем Беларусь. Затем, как начали больше блокировать YouTube, люди начали переходить на VPN, соответственно, эта аудитория рассосалась по разным странам: Индонезия, Бразилия, Аргентина, какие-то страны Европы и так далее. Но, и, соответственно, Украина в чистом виде вышла якобы на первое место. Но сейчас ситуация вновь поменялась. Вот буквально как с месяц назад я это заметил и начал проверять еженедельно. И действительно, то есть, что это означает? Это означает только то, что у людей именно эта первая строчка вернулась в Россию. Это люди, которые смотрят без VPN. Без VPN вообще YouTube. Вот, собственно, такая вот, да, новость. И я давным-давно говорил и всегда говорил, что Ютубу нету альтернативы. Рутуб — это огромнейшая помойка, в которую вкидывали деньги, которая существует за счет перелива просто тупо телеканала ТНТ. ВК — это также, которая платит огромные деньги каким-то большим компаниям, медиа, которые переливают туда свои видео, в общем, и многие уже на этом обожглись, потому что там все-таки вся эта история накручивается, и от этого очень много кто страдает. Ну, не в этом суть. В общем, альтернативы и какого-то смысла нету пути развития вообще. Если ВК еще хоть как-то там есть какой-то рекомендации, какие-то алгоритмы небольшие, но, я так понимаю, за этим некому следить, потому что на данный момент у меня также все остановилось. Оно вроде бы как-то двигалось неплохо так, но сейчас опять все вымерло. И мне попалась такая новость, что эти две компании, Рутуб и ВК, перестали финансироваться государством. А это означает прямой путь в никуда. Если ВК продолжит существовать, потому что в нем огромная аудитория, но в Рутубе нету точно никакого будущего и не будет. YouTube остается платформой номер 1 и будет всегда ей. Об этом я тоже всегда говорил. И также говорил, что скоро все вернется на свои места. Вы без VPN спокойно сможете смотреть с любой точки России мой контент. Поэтому так и будет уже, я думаю, к Новому году. Вот он и переезд в северную часть Норвегии. Норге. Хотел сюда заехать, но огромное количество туристов фоткаются с этой вывеской. Поэтому еду я дальше. 50, там 60. Потому что нету смысла вперед ехать. Там собралось стадо, которое мне не взять. Вот, поэтому там 2 грузовика тупят, также едут в этой гусиной колонне. Поэтому я буду ехать 60. Сзади у меня ни одной машины, естественно, нету. Но мне нужно 30 минут еще проехать, чтобы сделать паузу. Потому что если я стану сейчас делать паузу, у меня будут лишние часы. А я уже подсчитал, что до паркинга, до которого мне нужно доехать, мне нужно именно 4 еще чистых. То есть все мое время на сегодня. Вот, там парк Юнкердали стоянка, вы ее на моем канале знаете. Я туда заеду, схожу покупаюсь, побрею башку, а то я уже зарос как обезьяна. Отдохну и завтра продолжу свою работу. Может быть, прогуляюсь немножко в лесок, чуть подальше отойду. Там, я знаю, черничники тоже такие неплохие были. Может быть, черника уже есть в северной части Норвегии. Сегодня мы пересечем полярный круг.
Но еще, может быть, рановато для Заполярья и Черника. Но посмотрим, есть там что или нет. В южной части я уже поел и черники, и земляники. Нужно еще и в северной поесть. Убегаем мы на Alternative Road, потому что этой дороги, которая вроде бы как бы новая, ее тут не совсем так уж и много. Но мне, чтобы было повеселее проехать по... Сейчас немножко по 73-й того городка Хатфьедален. И там мы уйдем налево, на кольце. Магаз там еще будет, возможно. Я туда заеду. Я немножко прервал. Доезжаем мы до этого городка Хатфьедаль. 2 километра. Как всегда, начнешь снимать и понеслась. Вот, значит, направление этой 806 дороги, но до нее у нас будет какая-то другая дорога. Собственно, здесь я поворачиваю. И что нас там ждет? Не знаю. Но предполагаю, что... Так, Апен. Здесь все открыто. В зимнее время эта дорога, я так понимаю, закрыта. Но на данный момент она открыта. Мы поедем по ней. Я предполагаю, что абсолютно будет дикая дорога. Без машин, без кемперов. Может быть, звери какие-нибудь будут бегать. На данный момент пока что я только увидел 2 лисят, очень забавных, которые игрались на обочине. Ну, когда я ближе уже начал подъезжать. А нет, тут ездят даже машины, представьте себе. Тут ездят машины все-таки. Я уже когда ближе подъезжал, лисята убежали, но то, что я хотел сказать, это то, что я... Ничего себе, здесь подъемчик, у меня моя V8 потухла. Вот это да. Лисят я видел вообще, наверное, впервые в жизни. Просто по памяти так и не помню, чтобы я когда-либо видел именно лисят. Маленьких таких лисят, как в мультиках. Вот они так игрались, интересно. Это было очень забавно посмотреть. Вот. Но пока я иду в подъем, нехилый такой. Да, здесь зимой, даже если открыто, здесь делать абсолютно нечего. Без цепей, со старта. Притом со старта, точнее, вроде бы как бы и непонятно. И потом, если вы без цепей сюда повернули, то все, встали. Ну, лучше сразу встали. Не без дерганий, без всяких лишних телодвижений. Сразу надели цепи с откатом назад и пошамотели дальше. Но если двухосник, то вы с места здесь уже не тронетесь, так как здесь нормально, так процентов 9-10 был подъем. Ну что, поедем дальше, посмотрим, что тут интересного мы сможем раздобыть по дороге и чем запомнится мне этот маршрут. Видать, к очень я пейзажному месту подъезжаю. Тут даже вот какой-то кто мотоциклист. А, нет, не особо мотоциклисты. С кемпером остановились. Горы под тучами впереди. Есть такие вот кармашки в случае где-то для какого-то разъезда. Под буквой М они обозначаются. Домики встречаются так 1 на километр. Ну, даже реже. Где-то бывают по одному. Но никаких таких населенных пунктов пока что не было. Ну, дорога, видать, такая запущена. Вот как видите, здесь засыпали какой-то хренью. Да и пойдет. И пока что только вот одна машина, которая попалась на камеру, проехала, и больше не попадалась мне. Вот, да, я же говорю, что не хотят здесь эту дорогу ремонтировать, что здесь есть вот такие вот участки дороги. Так, где-то там мост.
должен был быть какой-то. О, кстати, какие-то дома. Ферма, точнее. Можно ее так назвать. Со старым таким некрашенным домом. Ну, хотя трактор вполне там такой действующий. Вот поле выкошенное аккуратно. Кто-то чем-то занимается. В свое удовольствие, я так понимаю. Что же, вот нас ждет. Это больше не мост, это как дамба, я бы ее больше назвал. Или, может быть, есть какое-то правильное более название. Но сейчас мы проедем по этому месту. Встречек пока что я никаких не вижу на той стороне. Я так предполагаю, потому что дорожка там будет уже, чем вот эта вот основная. Сейчас мы в этом убедим. О, можно еще и туда поехать по гравейке куда-то. Но там я больше не находил других дорог. Никаких. Это единственная дорога, которая меня выведет на шестерку обратно. Так. Там я вижу тоже кармашки есть для расширительной, если в случае с кем-то встретиться. Но никого здесь нету. Красота. Красота. Погода 11, почти 12 градусов. Летняя хорошая погода. Движемся к следующему мосту. Ждет нас через 5-10 километров где-то, наверное, примерно. Ну и на самом мосту, в принципе, широко. Там где-то валит, видать, дождь конкретный. Мы в ту сторону примерно должны двигаться. У нас где-то будет поворот налево будет у нас. Или 2 даже поворота налево. Что-то в этом роде должно нас ждать. А вот и новый асфальт. Слушайте, я тут ругался, что забыли про эту дорогу. Нет. Кстати, да, это у нас FV291, по-моему, если я ничего не перепутал. И называл я вроде или нет. И потом выйдем, как на знаке было указано, на 806-ю, которая пойдет у нас уже на шестерку. То есть мы объезжаем Масьон, мы в него не заезжаем, и мы уже выедем на полпути к Майране. Как-то так у нас будут дела. Затем перевал, Полярный круг и Юнкердаль. Там пауза. В чем отличие трехзначных дорог от основных, как типа Е6, да, Е18 и так далее? Тем, что здесь на таких дорогах нету понятия, кстати, тут снега в горах, охренеть сколько. Сейчас, может, мы и снег на обочине увидим, я не удивлюсь. Вот, но там гора прям такая вот, высвечивается кусочек ее из-за этой большой горы, который просто он весь под снегом. А так вот, здесь нету понятия вообще ровная прямая дорога. От слова совсем. Здесь она влево, вправо, вверх, вниз на всем маршруте. Вот если этот маршрут вам бы было показать от начала и до конца. Ну, в принципе, тут и так понятно, да? Не знаю, видно вам это пятно там из-за горы снежное или не видно. В общем, да, здесь расход топлива сразу растет. И, конечно же, если на обычные дороги, ну, основные международные, так и назовем их, со временем их все равно более-менее как-то выравнивают, где-то какими-то туннелями, где-то новыми дорогами их делают более прямые. Но вот эти вот все старые дороги трехзначные, они, ну вот тут просто нету даже 100 метров, чтобы было каких-то там ровной прямой дороги. Ну, не существует здесь такого, и так вот по всей, в принципе, практически Норвегии. Тем более, где вы едете не возле воды, а вы едете конкретно в горах, в конкретных горах, по хребту. Поэтому тут и снег, я же говорю, что может лежать. Ну, я куда-то пока ползу, вроде бы как наверх, но тут
что-то особо непонятно. Никаких указателей, знаков тоже ничего нету, ни высоты. Но дорога с большей степени, она все идет вверх, 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 вверх. К этой горе я уже подобрался. Но здесь туман. Если бы не туман, то было бы видно вон вам та снежная гора. Вон она видна вам, я думаю, точно видна теперь. Шикарный мост. На маршруте даже я нашел стоянку. Видите, как она официально знаком показана. Мощнейшая стояночка. Это прикольно. Первая машина за 30 минут вон. Но как раз он меня увидел. И там был большой карман. Он в него нырнул сразу. В целом, ну, дорога практически везде так немножко просматривается. Ну и карманов огромное здесь количество. Без проблем с кем-то разъехаться. Здесь у нас больше уже так похоже, как ехать. Как едем, точнее, как по вершине, да? Правда, у нас гора остается высокая здесь, с этой стороны. До снега метров 100, где-то в высоту, если брать. Ну и да, дорога, как я говорю, она тут рисует так, что у кого слабый вестибулярный аппарат, можно и того самого. 1 километр у нас до паркинга опять у нас стоял знак. Я так понимаю, я подобрался к месту, где у нас будет еще один, типа там дамба-мост какой-то. Потому что там я смотрел по карте, писал какой-то, да, паркинг. Но я так понимаю, паркинг будет примерно такой, как и был у нас позади. Сейчас мы на него посмотрим вблизи, как он будет выглядеть уже через метров 500. И там просматривается эта дорога, туда так наверх уходит. Или мне что-то кажется там. Да, она вообще идет. Наверное, нет. У нас куда-то туда потом поведет. Левее. 3,8 ширина моста будет. И туалет вон деревянный есть там. В принципе, да, можно встать. Но здесь, да, здесь больше как мост все-таки. Полноценный, небольшой. Подъезжаем мы к развязке. Тут дорожка сейчас шла у нас. Вот люди живут. Я так понимаю, на регулярной они основе живут здесь. Видите, туда тоже дом. Наверх все идут домики. Здесь тоже. Жизнь кипит. Мост 3,6 шириной. Так, а вот наша и развязка на Нюма. Я думал, это ведет в Швецию. А здесь даже, видите, Е6. То есть, если здесь стоит штрих-пунктир Е6, это значит, когда-то раньше, да и в целом зимой, в случае какого-то косяка на основной дороге, эта дорога будет использоваться как альтернативная. Здесь у нас зарождается 806-я. В другую же сторону ведет дорога в тупик. Я думал, она ведет в Швецию. Оказывается, нет. Поэтому теперь я точно уже знаю, напомнил, освежил себе память, как это выглядит дорога, и что здесь без цепей зимой делать нечего. Вообще, раньше, лет еще 15 назад, когда меня здесь не было, вся шестерка от Транхейма, да, возьмем так, начиная, и выше, наверх, на север, была вот именно такая. Вверх, вниз, поворот.
резкий потом хопа подъем. И люди, водители точнее, которые здесь работали, они ненавидели эту шестерку. Они боялись эту шестерку. Они всячески пытались избежать ее транзитом через Швецию. И огромное количество викингов на старой шестерке, как когда-то она выглядела. Я еще отчасти ее смог увидеть в свое время, да. Потому что я в том 1000 лет назад тоже здесь появился. А в целом здесь грузоперевозки появились 2000 лет назад. Поэтому, кажется, мы здесь уже долго. И на самом деле, я так вот немножко взглянул назад. Кардинально сейчас изменены дороги. Огромное количество расширений и так далее и тому подобное. Некоторые водители даже могут здесь работать с полгода и год. И они в целом вот на такую дорогу могут даже не попадать. Да? Если работают там, скажем, от какого-то терминала до терминала. Но ранее я еще, когда только начинал, такие дороги, это была вообще норма. Нету полосы посередине, и отлично, едем. На 2 поделил в уме, чтобы с машиной не каждый раз останавливаться, разъезжаться. И все, и поливаешь себе спокойно. А тут у тебя жалуются: ой, дорога там где-то узкая, а что, а как? Если посередине есть полоса, то это автомагистраль, все, по-норвежскому. Ну, сейчас дальше очень много дорог строится. Так вот, да, про шестерку, что сейчас та шестерка, которую я видел даже первый раз, хотя это уже была там отчасти не та, которая была 15-20 лет назад, но все же, я еще ее помню. И сейчас это уже абсолютно другая шестерка. И даже сейчас очень много участков, где что-то доделывается. Дорога, туннель, это то. То есть, я думаю, еще 5, ну ладно, не 5. Возьмем, когда 10 лет пройдет, что по шестерке можно будет проезжать от юга до севера без вообще всяких проблем. Без викингов и без думать о том, как же там на подъеме. Ну вот один перевальчик останется у нас, как бы Майрана, да, самый такой серьезный. Ну и там дальше, ну нет, ладно, уже я уже, конечно же, сутрировал, но будут еще, но в целом, скажем так, да, до Фауски, ну ладно, до Майраны так точно проблем никаких не будет. Дальше один перевальчик, который в принципе легкий, я бы его не назвал бы сложным. Довольно-таки легким у нас, как тут дорога куда-то там сваливает. Вон она аж туда. Слушайте, да, здесь подъемчик был бы шикардосный, конечно же. И машина мне пилит навстречу. Ну, то есть... Бабка ехала, она не видела за 1000 километров, что еду я. Я, конечно, ничего против не имею старости, да, но я бы очень часто их бы проверял бы на зрение и на все остальное. Потому что зачастую вот такие есть инциденты, да, на ровном месте. Так, вон впереди, я так понимаю, развязка у нас впереди на шестерку. И что я могу сказать в целом о этом маршруте? Ничего интересного и не стоит того, чтобы сюда, наверное, ехать. Вот эта вот речка была, там пологий такой спуск классный был, но там куча елок, деревьев. И в целом толком ничего не рассмотреть. Если только, конечно же, остановиться. Поэтому, ребята, маршрут будет в описании, но вам я его в целом не советую. Ну, если вам только совсем нечего будет делать, тогда только можете... Кстати, вот сюда можно заехать как на парковку. Вполне реально, что-то старое такое, не совсем работающее, и знаков никаких нету. Прямо у нас 7,5 тонн куда-то ведет. Ну, а мы на Е6. Налево.
налево, вот на шее 6. В принципе, да. Транхейм налево, Нарвик Майрана направо. Ну, нам, конечно же, в сторону севера.